then you can make it bold to have your final letter. So you have that simple letter. В общем, Бейкер, он сейчас показал, первое, что он нарисовал, это по сути были графемы, то есть, ну, это по сути каркас буквы, то есть его очертания в одну линию, то есть то, что отличает одну букву от другой. Ну, в данном случае они были там чуть-чуть деформированы. После этого он просто банально добавляет этим графемам толщины, но на разных участках там с разной динамикой, то есть, ну, влево вверху там с большим выносом, там где-то с меньшим. So with this technique, for example, if you want to have some different letters, so you just need to make some different structures like this, you know, and just follow the same technique, and you're gonna have a variety of the letters. Можно делать большое разнообразие форм, букв, даже если мы рассматриваем какую-то одну конкретную букву. Сначала просто делаем графему в неком другом виде, ну и потом добавляем, собственно, там толщины, добавляем ей, скажем так, массу. And this technique also allows you to arrange your composition. For example, if you have B here, okay, you can make something like this, and for this one, maybe you can make something like this. So with this technique, first you can write your word. Then you can check the balance, and then you follow this process to have your real letter. Также следующим этапом использования данной техники может быть компоновка и целого слова, и других букв. То есть, ну, мы начинаем, получается, сначала с написания графем в определенной динамике разных масс. Можем сразу прикинуть, как их лучше расположить, какие где занять места пустые, ну, то есть поймать баланс самих графем, получается. Вот. Ну и после этого, опять же, следуя вот этому вот приему, добавляя где-то толщины, добавляя где-то массу, можем уже как бы составлять слово. So another personal advice, if you're doing some pieces, my opinion, you have always need to be some specific or unique point that shows it comes from you. Ну и по моему мнению, если ты, ну, в данном случае, если речь идет о составлении шрифта, там, о написании, например, граффити, вот, то необходимо выбирать какую-то конкретную точку. То есть, ну, это можно назвать там композиционный центр, это я тебя уже добавляю. То есть этот композиционный центр будет являться как бы ключевой точкой рисунка, от которого уже идет все остальное. This rule also goes for the lettering design or typography to make something unique or special. Ну, данные советы, они также пойдут для тех, кто работает со шрифтами, кто разрабатывает шрифты, там, занимается тем же леттерингом, для того, чтобы делать какие-то уникальные буквенные комбинации. А как прийти вот к этим уникальным, вот говорил про уникальность, в каждом шрифте должна быть точка уникальности, какой-то момент, который отделяет тебя ото всех, чтобы все понимали, что это ты. Как именно прийти к этому, как вот эти фишки подогнать под свой стиль и сделать их уникальными. So, for example, maybe some of you know my personal tag. So when I'm doing it, I have that letter B as a unique or personal thing. And whenever somebody see it, they say, okay, it's from me. But the rest of the letters, I always do something classic. It's not something so unique, you know. But the thing, you just need some kind of unique points to get the attention. Вот. Ну, что касается про меня, у меня, значит, буква Б, она выделяется из всего остального ряда. Вот. И остальные буквы, они, в принципе, обычные. Вот. Но, смотря там на мой тег, видя мою букву Б, люди сразу понимают, что это мой тег, потому что она является уникальной и сразу дает понимание остальным, что это именно его тег, это именно вот его буква. Как такая визитная карточка. So if you want to develop your own style, for example, if you want somebody when they see it's from you, you always need that unique point, but it doesn't need to be a letter form or something. Maybe you can have your own composition, own extensions, or own colorway.
Если говорить про рисунок, ну, там, про стенки, про стили, то далеко не обязательно, чтобы это была какая-то неповторимая уникальная буква. То есть тебя могут узнавать по каким-то оригинальным элементам, по какой-то оригинальной динамике, ну, по каким-то другим аспектам. Это не обязательно конкретная буква. Ну, какие вопросы можете? Как это запах фантома? How do you feel about smell of фантома? It's okay. No, I smell. I experienced in some way bad spray paints. Ну, короче, у него нормальный запах. Он рисовал красками с куда более худшими запахами. The guy said that in Slavic typography we have similar technique to show the capital letter in the beginning of sentence, for example, and it will decorate it with additional elements. Yeah, I know. Yeah, yeah. And I think it's also a famous technique in Europe, right? Yeah. That's where, you know, because you have to make it something out of that boring same visual, you know. Because if you write it in the same line in the same font, it will be all okay. It has its own aesthetic, but in other way you have to put some unique points like this to get the attention. Ну, в принципе, можно, рисовать граффити и просто все выдержанное в одном стиле, то есть просто стильные буквы, которые сочетаются друг с другом. Вот, то есть стилистически, да, это будет все правильно и грамотно, но это будет не так интересно, как если бы все-таки была какая-то был какой-то акцент, который там приковывает внимание и который, ну, как-то тебя отделяет или выделяет от других.